Доброта, помощь и сострадание ценятся не только людьми. Животные прекрасно понимают подобные отношения и часто очень привязываются к тем, кто им помог, кто проявил к ним доброту и понимание. Эти удивительные существа обладают уникальной способностью воспринимать эмоции и чувства лучше, чем многие из нас. За это животные способны выражать человеку благодарность на протяжении всей своей жизни. Этот невероятный взаимный обмен любовью и привязанностью может быть не только потрясающим, но и запоминающимся. Наблюдая за проявлениями этой связи, мы можем увидеть, как порой простое доброе дело может изменить судьбу не только животного, но и человека на всю жизнь. Об этом и пойдет сегодня наш рассказ о том, как маленький слоненок по имени Майя оценил проявленную к нему доброту, которая поистине может изменять сердца и судьбы. Мы погружаемся в местечко в сердце Африки, где обитает множество диких животных и царит удивительная природа. Эта земля, пропитанная духом свободы и дикой жизни, стала домом для несметного количества историй, каждая из которых уникальна. В этих историях можно увидеть величие дикой природы, сопереживать тем, кто в ней обитает, и, что важно, стать свидетелем настоящих подвигов человеческой доброты и самопожертвования. Одна из таких историй связана с Рокси Данкерс, основательницей заповедника дикой природы, цель которого – помощь диким животным. Этот приют был открыт в Хараре, Зимбабве, более 20 лет назад, и с тех пор он стал священным местом для множества животных, нуждающихся в спасении и заботе. В этом центре реабилитации людей и животных объединили свои силы, чтобы исцелять, заботиться и обеспечивать фронтальную поддержку тем, кто оказался в сложной ситуации. Рокси уже помогала многим диким созданиям, обитающим в Африке. И однажды в ее жизнь вошел слоненок по имени Майя, который попал в беду и оказался в ситуации, из которой без вмешательства человека он бы точно не смог выбраться. Когда этот нежный и трогательный малыш находился на пороге гибели, он не мог даже мечтать о том, что его жизнь изменится благодаря ряду случайных обстоятельств, которые судьба приготовила для него. Как-то раз Майя, будучи еще очень маленьким слоненком, всего лишь нескольких дней от роду, попытался переплыть реку. Он был полон испуга и неопытности, когда попал в поток сильного течения. Тот момент стал для него решающим. Он не смог справиться с угрозой и, к большому сожалению, не сумел выбраться из воды. Это был предательский момент, когда его стадо, возможно, из-за страха потерять нескольких слонов в этом опасном приключении, не смогло долго ждать и оставило его одного, доверяя ему надежду на то, что он сможет подняться на берег и присоединиться к ним. Но в дикой природе, особенно в Африке, царят свои законы, и жизнь малыша взгорелась под угрозой в любой момент. Его самые близкие сородичи и защита остались позади. И вскоре, когда он остался один, к нему приблизилась стая гиен, готовая расправиться с беззащитным существом. Смерть маячила в воздухе, как призрак, готовый поразить. К счастью, вскоре его гибели помешала группа преданных рейнджеров, которые действовали быстро и смело. Они были стражами природы, людьми, готовыми помочь диким животным в их самых трудных ситуациях. Это был не просто долг, это было их призвание – защищать тех, кто не может защитить себя в суровых условиях дикой природы. Они спасли Майю от неминуемой гибели и отвезли его в специальный заказник, предназначенный для защиты слонов, так как понимали, что там ему научат жизни. Не только ему, но и любому другому животному, попавшему в бедственные ситуации. Это было место, где всегда готовы оказать помощь и протянуть руку тем, кто в ней нуждается. Местные жители, знавшие о деятельности этого приюта, восхищались самоотверженностью и добротой, которые проявлялись здесь каждый день. Благодаря их смелости и готовности помочь, Майя остался жив, и у него появилась возможность сыграть важную роль в жизни не только самого себя, но и тех, кто его спас. Сейчас, когда Майе уже больше года, Рокси Данкерс стала для него не просто спасительницей, а настоящей матерью. Она стала той,
кто заменил ему родное стадо, вырвавшееся из-под опеки, когда он был еще таким малым и беззащитным. С того момента, как малыш появился в святилище, он не отходил от нее ни на шаг. Он искренне считает ее своей матерью, и это неудивительно, ведь его собственное стадо бросило его, когда он был еще младенцем, и настало время, которое можно было охарактеризовать как испытание. Чтобы восстановить утраченную связь с родительской заботой, Данкерс взяла на себя сложную задачу – обеспечить всех слоненков всем необходимым. Она обеспечила ему заботу, внимание и, что самое главное, безусловную любовь. Рокси не только кормила и лечила слоненка, но и каждый день проводила с ним много времени, обучая его разумным навыкам жизни и обеспечивая поддержку в те непростые моменты, когда Майя оставался один, без родительской опеки. Благодаря эмоционально насыщенному уходу он быстро привязался к женщине и стал следовать за ней повсюду, как верный спутник в этом огромном мире. Слоненок, весом более 50 килограммов, обрел новое обаяние и даже порой забывал о своем размере. Теперь он был не только маленьким слоником, но и активным участником жизни своего спасителя. Он весело навещал ее дом, нарушая привычный порядок и создавая веселье. Майя оставлял за собой беспорядок, но это неудобство нисколько не тревожило Рокси. Напротив, она с радостью наблюдала, как малыш весело скачет по территории, и позволила ему залезать на диван, ронять вещи, весело играть с обувью и даже ломать мебель, как во время игры. Каждый раз, когда ее сердце наполнялось счастьем, она наблюдала и искренне смеялась, когда Майя рос и показывал свою индивидуальность. Для Рокси это животное было гораздо важнее и дороже любых вещей, и она с легкостью прощала ему шалости, от которых иногда могло ломаться все вокруг. Она понимала, что иногда необходимо прощать мощного слона за его детские проделки, ведь его присутствие приносило в ее дом нечто исключительное. Рокси уже много лет занимается реабилитацией раненых животных, обеспечивая каждому из них шанс на вторую жизнь. Эти существа, к которым она относилась с величайшей заботой, иногда становятся символами надежды, преодолевающей все препятствия. Когда животным удается восстановить свои силы и вести себя самостоятельно, их выпуская обратно в дикую природу, они обретали не только физическую свободу, но и надежду на новое начало. Однако с Майей оказалась ситуация немного сложнее. Малыш заболел, и его эту раннюю разлуку с братьями и сестрами Рокси воспринимала как испытание, которое могло отразиться на его дальнейшем существовании. Она была полна решимости, но глубоко в душе понимала, что у Майи могут возникнуть трудности с адаптацией к нормальной жизни в дикой природе. Из-за этого сложного обстоятельства она понимала, что испытание и несовпадение с природными условиями может оказаться для него последствием. Несмотря на всю глубину этой связи, Рокси уже понимала, что дикому животному лучше было бы жить на природе, иметь возможность свободно передвигаться по обширным просторам, наслаждаясь компанией сородичей и преодолевая природные приключения. Эта осознанность вело ее душу к печали, ведь даже если ее сердце нежно привязалось к Майе, настоящая свобода была бы для него наиболее желанным вариантом. Рокси говорит, что ей будет тяжело расстаться с Майей, когда придет этот момент, но она стремится вернуть ему ощущение полной свободы, поэтому бережно работает над его реабилитацией.